Представьте самую богатую страну в истории человечества. Место, где каждый день растут небоскребы. Новые автомобили сходят с конвейеров миллионами, а простые чистильщики обуви и кухарки играют на бирже и зарабатывают состояние. Это Америка 1929 года. Нация, абсолютно уверенная в том, что секрет вечного процветания найден, а бедность побеждена навсегда. Но пройдет всего пара месяцев, и эти же самые люди выстроятся в многокилометровые очереди за тарелкой бесплатного супа. Сбережения всей жизни испарятся вместе с закрытыми банками. Фермеры начнут заливать керосином горы спелых фруктов и тоннами топить еду в реках, в то время как рабочие в городах будут падать в голодные обмороки прямо на улицах. Величайшая экономика мира рухнет за один день. Как эпоха грандиозных достижений и невероятных надежд обернулась самым страшным кошмаром 20 века? Почему самая сытая нация оказалась на грани голодной смерти? И как один прикованный к инвалидному креслу человек вытащил страну с порога кровавой революции? Сегодня мы разберем анатомию Великой депрессии. В 1929 году Америка не просто верила в свое светлое будущее, она в нем жила. Позади осталась Первая мировая война, которая не затронула территорию США, но сделала страну главным мировым кредитором. Началось десятилетие, которое назовут ревущими 20-ми. И нужно отдать должное, это была эпоха невероятных, фантастических прорывов. Страна электрифицировалась бешеными темпами. В домах обычных людей появились радиоприемники, холодильники, стиральные машины и телефоны. Вещи, казавшиеся магией еще 10 лет назад. Генри Форд запустил свой конвейер, и автомобиль перестал быть игрушкой для аристократов. Теперь Форд модели Т стоял в гараже каждого уважающего себя рабочего. Чарльз Линдберг в одиночку перелетел Атлантический океан, доказав, что для человека больше нет границ. Женщины получили право голоса, сняли корсеты, коротко остригли волосы и пошли работать. Это был невероятный всплеск свободы, культуры и технологий. На фоне этого грандиозного созидания в обществе укоренилась одна опасная иллюзия – вера в бесконечный, безостановочный экономический рост. Президент Герберт Гувер, выступая перед нацией, абсолютно искренне заявлял: «Мы в Америке ближе к окончательной победе над бедностью, чем когда-либо в истории человечества». Людям казалось, что открыт универсальный секрет вечного богатства, и имя ему – Нью-Йоркская фондовая биржа. До 20-х годов Уолл-стрит был закрытым клубом для очень богатых джентльменов в цилиндрах. Обычному человеку там было нечего делать. Но все изменил Чарльз Митчелл, глава National City Bank. Он придумал гениальную и разрушительную вещь. Он решил продавать акции простым американцам. Банки и брокеры начали агрессивную рекламную кампанию. В журналах, по радио, на плакатах людям внушали: «Не будь глупцом, заставь свои деньги работать». В биржевую игру включились все – учителя, врачи, чистильщики обуви, швейцары и кухарки. Истории о том, как сосед купил акции радиокомпании и через месяц заработал на новый дом, передавались из уст в уста. Но была одна проблема – у простых людей не было больших сбережений. И тогда на сцену вышла смертельно опасная инновация – покупка в долг или маржинальная торговля. Например, вы хотите купить акцию крупной сталелитейной компании за $100, но у вас в кармане есть только 10. Брокер улыбается и говорит: «Не проблема, давай свои $10, а остальные 90 я добавлю за тебя из фондов банка, а сама акция будет залогом». Вы тратите всего $10. Через неделю на фоне всеобщего ажиотажа акция дорожает до 150. Вы продаете ее, возвращаете брокеру его $90 с небольшим процентом и забираете себе чистую прибыль. Вы вложили $10, а получили 40. Это прибыль в 400% за неделю. Люди сходили с ума. Они закладывали свои фермы, продавали семейные реликвии, брали кредиты под огромные проценты и несли все это брокерам. Капитализация рынка взлетала в космос. Акции росли не потому, что заводы стали выпускать в 2 раза больше автомобилей или станков. Они росли исключительно потому, что толпа панически скупала бумагу, надеясь завтра продать ее еще дороже.
Весь этот колоссальный финансовый рынок превратился в карточный домик, построенный на вершине действующего вулкана. Все были опьянены прибылью, и абсолютно никто не хотел задавать главный вопрос: что произойдет, если цены на акции хотя бы немного пойдут вниз, а брокеры потребуют вернуть долги прямо сейчас? Осенью 29 года экономика начала подавать первые сигналы бедствия. Продажи автомобилей Форда замедлились, склады начали заполняться нераспроданным товаром. Но биржа продолжала жить в своей параллельной реальности, где все только росло. Катастрофа грянула 24 октября 1929 года, день, который навсегда вписан в историю как «Черный четверг». Утром сразу несколько крупных игроков, почувствовав неладное, решили зафиксировать прибыль и выставили на продажу огромные пакеты акций. Рынок дрогнул, и цены немного поползли вниз. И в этот момент захлопнулась та самая маржинальная ловушка. Когда акции подешевели, брокеры поняли, что их залоги обесцениваются. Они начали массово рассылать клиентам срочные телеграммы «маржин-коллы». Суть послания была простой. Акции, под которые мы дали вам кредит, падают. Срочно внесите наличные, чтобы покрыть разницу, иначе мы продадим ваши бумаги. Но наличных ни у кого не было. Все деньги до последнего цента крутились на бирже. Поняв, что клиенты не могут заплатить, брокеры начали принудительно в панике сбрасывать их акции на рынок. Миллионы акций вылились на торги одновременно. Предложение в 1000 раз превысило спрос. Цены рухнули в пропасть. Торговый зал Уолл-стрит превратился в ад. Люди кричали, срывали голоса, умоляя продать их активы хоть за сколько-нибудь. Телеграфные аппараты, печатающие котировки, не справлялись с потоком данных и отставали от реальности на несколько часов. Инвесторы в Бостоне, Чикаго и Сан-Франциско продавали бумаги вслепую, даже не зная, сколько они стоят в данную секунду. Группа влиятельнейших банкиров во главе с Томасом Ламонтом из банка Моргана попыталась спасти ситуацию. Они скинулись миллионами долларов и начали демонстративно скупать акции по завышенным ценам прямо в торговом зале, пытаясь показать толпе: «Смотрите, большие деньги верят в рынок, успокойтесь». Это помогло, но ровно на одни выходные. В следующий вторник, 29 октября, паника вернулась с утроенной силой. Банкиры сдались и присоединились к распродаже. За несколько дней экономика США потеряла 30 миллиардов долларов. Чтобы вы понимали масштаб, это больше, чем правительство потратило на всю Первую мировую войну. В один миг роскошные состояния превратились в пыль. Похороненные надежды, разбитые судьбы, легенды о брокерах, прыгающих из окон небоскребов, хоть и были слегка преувеличены прессой, идеально отражали моральное состояние нации. Сердце Америки остановилось. Если бы все ограничилось только слезами спекулянтов на Уолл-стрит, это была бы половина беды. Но финансовый инфаркт мгновенно поразил реальный сектор экономики. Банки, потерявшие деньги на бирже, начали закрываться один за другим. Обычные люди, которые вообще не играли в акции, приходили забрать свои честные сбережения, но целовали закрытые двери. Их деньги испарились. Заводы лишились кредитов и рынков сбыта. Форд уволил десятки тысяч рабочих. К 1933 году безработица достигла немыслимых 25%. Каждый четвертый мужчина, кормилец семьи, оказался на улице. И здесь Америка столкнулась с самым жутким и сюрреалистичным парадоксом своей истории. Люди массово голодали в условиях абсолютного изобилия. В крупных городах бывшие успешные инженеры, бухгалтеры и строители выстраивались в многокилометровые очереди за тарелкой бесплатной похлебки и куском хлеба. Люди падали в обморок от истощения прямо на улицах Нью-Йорка. А в это же время в деревнях происходило настоящее безумие. У фермеров ломились амбары от великолепного урожая. Но из-за кризиса цены на еду упали так низко, что фермеру было дороже оплатить поезд до Чикаго, чем стоило его зерно. Ввозить еду в города стало убыточно. Чтобы искусственно создать дефицит и хоть как-то поднять цены, фермеры начали уничтожать продовольствие. В штате Айова цистерны свежайшего молока просто сливали в реки. В Калифорнии горы спелых сочных апельсинов поливали керосином и поджигали, чтобы их не могли растащить голодные люди. Миллионы свиней и коров забивали и сбрасывали в огромные траншеи. Великая страна уничтожала еду, пока ее дети пухли от голода в 10 милях от этих полей.
Как будто этого было мало, на Америку обрушился библейский масштаб природной катастрофы, получивший название «пыльный котел». Десятилетия варварской, агрессивной распашки прерий без заботы о почве, совпавшие с сильнейшей засухой, привели к тому, что ветер поднял в небо миллионы тонн высохшей земли. Гигантские черные бури заживо хоронили фермы в Техасе, Канзасе и Оклахоме. Пыль скрипела на зубах даже у политиков в Вашингтоне. Сотни тысяч семей лишились всего, грузили нехитрый скарб на дребезжащие грузовички и отправлялись в Калифорнию, соглашаясь работать в полях за центы, лишь бы не умереть с голоду. Отчаяние перерастало в ярость. Ветераны Первой мировой войны, которым правительство обещало выплатить премии к 1945 году, поняли, что не доживут до этого времени. Тысячи бывших солдат, так называемая бонусная армия, пришли маршем на Вашингтон и разбили лагерь у Капитолия, умоляя выдать им их же деньги сейчас. Президент Гувер ответил тем, что послал против ветеранов регулярную армию с танками и слезоточивым газом. Лагерь сожгли, рейтинг власти упал ниже нуля. Огромные трущобы из коробок, которые росли вокруг каждого города, люди с ненавистью назвали Гувервиллями. Страна стояла на пороге полномасштабной кровавой революции. В 1932 году на выборах побеждает Франклин Делано Рузвельт. Человек, прикованный к инвалидному креслу из-за полиомиелита, обладал стальной волей. Он понимал, старые правила больше не работают. Капитализм нужно спасать от самого себя. Рузвельт объявляет новый курс. Первые 100 дней его президентства вошли в историю как пример самого жесткого и эффективного антикризисного управления. Во-первых, воскрешение доверия. Первым же указом он закрыл абсолютно все банки в стране на 4 дня. Специальные федеральные аудиторы проверили их книги. Открыться разрешили только тем, у кого были реальные резервы. Рузвельт начал выступать по радио со своими знаменитыми беседами у камина. Умиротворяющим, спокойным тоном он объяснял нации: хранить деньги в открывшемся банке теперь безопаснее, чем под матрасом. И произошло чудо. Паника стихла, люди поверили и понесли деньги обратно в кассы. Государство впервые гарантировало страховку вкладов, которая защищает деньги американцев по сей день. Во-вторых, армия созидателей. Чтобы убрать миллионы отчаявшихся мужчин с улиц, Рузвельт создал гражданский корпус охраны окружающей среды и управления общественных работ. И вот здесь кроется главный позитивный итог депрессии. Государство не просто раздавало милостыню, оно стало величайшим работодателем. Миллионы безработных парней одели форму, дали им трехразовое питание, лопаты в руки и отправили строить страну заново. Они не копали ямы ради ям. То, что они создали, стало фундаментом современной Америки. Они построили легендарную дамбу Гувера на реке Колорадо, которая дала энергию всему Юго-Западу. Они профинансировали строительство моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско и аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Они посадили 3 миллиарда деревьев, остановив экологическую катастрофу пыльного котла, и построили сотни национальных парков, школ и больниц. Парням платили $30 в месяц, из которых 25 они были обязаны отправлять своим семьям. Деньги снова потекли в экономику. В-третьих, новые правила игры. Была создана комиссия по ценным бумагам, которая навсегда запретила дикие махинации с кредитами на бирже, сделав торговлю прозрачной. А чтобы спасти фермеров от перепроизводства, правительство начало планировать объемы посевов, стабилизировав цены на продовольствие. Рузвельта ненавидели крупные корпорации. Его называли диктатором, социалистом и предателем своего класса. Верховный суд пытался отменить его реформы. И объективно, Великая депрессия окончательно завершилась лишь с началом Второй мировой войны, когда заводы перешли на работу в 3 смены, собирая танки и самолеты. Но именно новый курс спас американское общество от распада. Эта трагедия научила мир тому, что свободный рынок не может регулировать себя сам, если им движет только слепая, неконтролируемая жадность. Те социальные подушки безопасности, пенсии, страховки, вкладов и законы против биржевых махинаций, которые мы считаем сегодня нормой цивилизованного мира. Все это было написано слезами, голодом и невероятной стойкостью людей в 30-е годы.
А теперь вопрос к вам. Пишите в комментариях, как вы считаете, был ли жесткий государственный контроль Рузвельта единственным шансом на спасение, или он действительно сломал тот самый свободный американский капитализм? Чей подход вам ближе? Ожидание Гувера или радикальные стройки Рузвельта? Спорьте, делитесь мнениями. Алгоритмы YouTube любят историческую правду. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и до встречи в новых видео.